Hola, ¿qué tal? Именно так звучит приветствие в Аргентине. Меня зовут Алина, и сегодня я расскажу, почему город Тигре идеальное место для отдыха и чем тут можно заняться. Ну что, поехали? Это небольшой город с населением около 50 тысяч человек, который находится в 15 километров от Буэнос-Айреса. Тигре славится своими каналами, поэтому его даже называют Венецией Аргентины. Испанские исследователи и первые колонизаторы заметили, что в лесах и водоемах обитают крупные хищники, похожие на тигров, поэтому регион стал известен как Тигр, по-испански «Тигре». Главными туристическими развлечениями города являются речные прогулки, рыбалка и различные виды водного спорта. На воде в Тигре построена вся здешняя жизнь. У каждого жителя города имеются свои лодки и катера. Только в городе Тигре вы увидите плавающие супермаркеты и водные заправки. Полицейские в Тигре на вызов выезжают на катерах и лодках. Если человек вдруг упал с лодки или требуется помощь пострадавшему в водном ДТП, скорая помощь тоже приезжает на лодке. Даже почту в Тигре разносят на катере. Уже ради такого зрелища стоит посетить этот невероятный город. Небольшая ремарка. Мы ездили в город Тигре 3 раза и все время находили что-то новое, поэтому расскажем про все интересные места. И из-за этого на некоторых видео у нас разная одежда и погода, да и снимали зимой, поэтому не все деревья зеленые. Но поверьте, даже зимой это место действительно стоит посетить. Итак, добраться до города Тигре можно несколькими способами. На такси, на своей машине, на автобусе и на поезде. Причем ведет туда сразу 2 ветки поездов – Митро и Трен де ла Коста. Для нас 4-й вариант оказался самым удобным, так как станция метро находится рядом с домом. Вагоны новые, полупустые и двигаются быстрее другого транспорта. Хорошо, мы сели в поезд. Первый раз едем в поезде. Сейчас покажу. Проезжаем. Версию. Итак, мы приехали в Тигре. Что мы приехали в Тигре? Вон, смотрите, там это вокзал, с которого мы вышли. Такая обстановка. А теперь про 5 видов отдыха, которые сейчас я бы выделила в Тигре. Прогуляться по набережной, посетить музеи и покушать в кафешках, пойти на рыночек и закупиться необычными товарами, поехать на несколько дней отдохнуть в домик или отель, провести день в парке аттракционов или в аквапарке, взять экскурсию и поплавать на туристической лодке или каяках. Сейчас находимся в Тигре. Для меня получается, что это парк аттракционов. Здесь парк, но зимой не работает, работает только летом. А под аттракционов он очень большой и работает круглый год. Когда можно пойти покататься там. Итак, начнем, пожалуй, с самого необычного. Поехать пожить на несколько дней в домик. Можно, конечно же, снять и отель, все включено, но мы хотели больше атмосферы, поэтому выбрали дом. Чтобы отправиться в такое путешествие после приезда в Тигре, мы сразу пошли закупаться в магазин, потому что домики находятся на полуостровах, где вокруг только река и природа. После закупки еды мы отправляемся на причал, покупаем билеты и садимся в лодочное такси. Плывем на лодке к домику, наблюдаем красивые виды вокруг. Даже здание первого президента Аргентины увидели. Вот оно, в стеклянном кубе. Далее проплываем аквапарк, который зимой не работает, но летом можно с удовольствием его посетить.
и парк аттракционов, говорят, что он тоже клевый. Вот, посмотрите на карте. Туда мы еще не попали, нужно выделить минимум полдня на его посещение, и думаю, что там интереснее было бы без очень маленьких детей. Нашему было 3 месяца в тот момент. Так вот, вернемся. Мы приплыли на лодочном такси к своему домику. Только посмотрите, какая красота. Деревянный дом и вокруг природа, как будто попали в джунгли. Сейчас проведем небольшой рум-тур. Такой вот домик внутри. Пока просто никто нет. Еще не зашел. А ну-ка. Сейчас посмотрю. Смотрите, такой вот вид с балкона нашего домика. Блин, офигенно, так красиво. Вон там вот лодочки плавают. Здесь как будто джунгли вообще какие-то. Дом, который мы сняли, находился на большой территории со своим собственным причалом. Добраться сюда можно только на лодке. Если вы обратили внимание, то дома стоят на деревянных сваях. Делают это не просто так. Уровень воды может неожиданно подняться до 5 метров. Это невозможно предугадать, поэтому местные приспособились и строят дома на сваях. Рядом с нашим домом находится еще 2. У каждого есть своя зона барбекю и место для отдыха. Все 3 дома соединяет прикольный деревянный мостик. А еще, кроме основного причала, были 2 беседки под открытым небом прямо на воде. Это отличное место для посиделок. Итак, мы заселились, и почти сразу парни пошли готовить мясо в зоне барбекю. А мы с девушками занимались своими мамскими делами. Спустя время ребята приготовили стейки и пригласили нас к столу. Мясо в Аргентине действительно великолепно. День пролетел незаметно, и уже вечером мы собрались на веранде полюбоваться закатом. Ближе к ночи сильно похолодало, и мы разожгли костер, погреться. А следующий день нас очень удивил. Что мы проснулись? Да, конечно, холодно, капец. У нас сегодня 0 градусов получается. А обычно в Аргентине гораздо теплее, и это самый холодный день из всех на неделе по прогнозу погоды. Вот, ну, так идешь, в принципе, нормально вот в куртке, и в квартире мы тоже не замерзли. Под одеялками так лежишь, так хорошо. Вот, но
вот так как мы привыкли, то, что плюс 13, плюс 14, и сегодня днем будет плюс 13, плюс 14, это, конечно же, прохладненько. Вот, кстати, лодочка плывет. Кстати, красота. Ой, вообще. Не могу. Очень красиво, туманно. Вон иней. Я тоже иду по инею. Идемте. Но буквально через час туман рассеялся, потеплело, и можно было даже наблюдать красивый рассвет. Собственно, мы снова занялись любимым делом, поели стейки, бургеры. Ох, этот вид отдыха мне очень понравился. Радостные и отдохнувшие мы собрали вещи и пошли на свой причал, ловить водную маршрутку. Когда видишь проезжающий деревянный корабль, нужно поднять руку, как будто ловишь маршрутку, и она подплывет к причалу. Мы так и сделали, и, о чудо, нас забрали, и мы отправились обратно в город Тигре. Кстати, все путешествие, проживание, проезд, еда, дрова и прочие мелкие расходы обошлись нам в районе 100 тысяч песо или $180 на 4 человека. Короче, вышли мы с этой лодки, офигенная погода теперь. Было 0 градусов, а сейчас как будто уже, не знаю, 15. В куртке прям безумно жарко. Вот, опыт прикольный, очень комфортно кататься на этих лодках и стоит, ну, раз, наверное, 5 дешевле, чем такси, если ехать вот на речном такси, именно отдельно, на котором мы сюда приезжали. Сейчас пойдем пить кофе и чилить тут на солнышке. Мы отправились на рынок Пуэрто-де-Фрутас, который в прошлом использовался для торговли фруктами. Сегодня он превратился в живописное место, где можно найти многочисленные стенды и магазины, предлагающие ручные изделия, сувениры, текстиль, керамику, кожаные изделия, украшения и многое другое. А еще мы посетили знаменитую набережную Тигре. Вдоль нее расположены кафе, рестораны и магазины, детские площадки, и вообще набережная красиво обустроена, словно по парку гуляешь.
В одно из таких кафе мы и зашли. Называется «Клуб де Регатас Америка». Интерьер, конечно, не ресторанный, но мясо очень вкусное. Только посмотрите. Вот эта тарелка еды обошлась нам в 3600 песо. Это примерно $6,5. Ладно, далее мы держали свой путь к музею. Смотрите, какое красивое здание. Называется Музей де Арте Тигре. Это небольшой, но интересный музей находится в старинном особняке начала 19 века. Будьте внимательны, он работает только с четверга по воскресенье, в остальные дни закрыт. Очень красивый вид открывается, если пройти на потрясающую веранду с выходом прямо к воде. На обратном пути мы пытались найти вкусное мороженое и увидели много людей на улице, которые едят его из белых стаканчиков. Спросили, где они его купили, и, ребята, это действительно одна из самых вкусных мороженых лавок в Аргентине. Советуем попробовать от души. Место называется Хеладрия Виа Тоскана. Стоимость большого стаканчика с 3 видами мороженого 1800 песо или примерно $3,5. Далее мы уже спешили домой, чтобы успеть на поезд, ведь последний уезжает после 8 часов, поэтому лучше успеть до этого времени. Кстати, если вам очень понравился город Тигре, то вы можете снять здесь квартиру надолго, не обязательно жить в самом Буэнос-Айресе. Ведь вокруг еще много красивых городов, а если вам понадобится поехать в столицу, то это очень удобно сделать на поезде, порой даже удобнее или дешевле, чем передвигаться просто по городу. Стоит проезд около 60 песо или 11 центов, согласитесь, это супер дешево. Вот такой небольшой обзор получился про чудесный город Тигре. Как вам? Делитесь своими эмоциями в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!